Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сегодня я с вами поделюсь замечательным рецептом. Совсем скоро уже Великий пост, и вы спрашиваете в комментариях, что же еще можно приготовить в пост для того, чтобы разнообразить свое меню. Все, как всегда, очень гениально и очень просто. Будем готовить с вами котлеты из овсянки, которые, вы убедитесь в этом, намного вкуснее, чем из мяса. И я думаю, вы возьмете их на вооружение и будете готовить не обязательно в пост, а просто потому, что они очень вкусные. Итак, начинаем готовить. Как всегда, все очень просто. Ингредиенты самые простые, я уверена, овсянка есть у всех. 100 грамм овсянки, которая требует варки, геркулес, заливаю кипятком. Воды нужно совсем немного, чтобы только она покрывала овсянку. Иначе воды будет слишком много, этого нам не нужно. Накрываю тарелочкой и убираю в сторону. Пока у меня на сковородке разогревается масло, я мелко-мелко шинкую лук. Еще нарезаю чеснок. У меня чеснока 4 зубчика. Вы, конечно же, чеснок берете по своему вкусу, количество. Вы знаете, я люблю, когда чеснока побольше. И как вариант, вы можете просто отправить чеснок через пресс, так будет быстрее, но мне хочется сегодня кусочками, так будет больше аромата. Отправляем лук и чеснок в разогретое масло. Распределяем по сковородке и оставляем на минутку. Минутка прошла. Я добавляю шампиньоны, у меня они замороженные, грибов 100 граммов. Перемешиваем и прибавляю огонь до среднего, для того, чтобы овощи быстрее пассеровались. Еще нам понадобится 100 граммов фасоли. Фасоль у меня отварная. Для того, чтобы фасоль отварная у меня всегда была в наличии, а это на самом деле очень удобно, я просто отвариваю весь пакет, получается много-много отварной фасоли, и раскладываю по маленьким пакетам и убираю в морозилку. Потом в нужный момент достаю фасоль. Кстати, вы все это можете сделать блендером, но на мой вкус вот такой толкушкой получается быстрее и немного вкуснее даже. Грибы с луком готовы. Самое время соединить их с фасолью прямо со сковородки. Отправляем в миску, в которой мы будем все смешивать. Овсяные хлопья тоже набухли. Сейчас задача соединить все ингредиенты. Добавляем овсянку. Для того, чтобы было ароматно, вкусно и, конечно, полезно, добавляю 50 граммов зелени. Солю по вкусу. И, конечно же, перчу. Наши котлетки будут вкусными и ароматными. И теперь с помощью лопаточки нам остается смешать все ингредиенты. Все очень просто. Как всегда, не требует никаких лишних инструментов, навыков. Все очень-очень просто и очень-очень вкусно. Запах просто великолепный. Пахнет зеленью, чесноком, грибами. Теперь дадим 5 минут нашему фаршу для постных котлет отдохнуть. А если вам интересны постные рецепты, то еще больше вы можете найти их в плейлисте. Он так и называется «Постные блюда». Там очень много рецептов, завтраки, обеды, ужины. В общем, я думаю, вы найдете то, что вам нужно, и разнообразите ваше постное меню, ведь это так важно в пост — питаться разнообразно и полноценно. 5 минут прошло, наш фарш отдохнул, отправляем его на сковородку. Готовлю я котлетки на самом медленном огне. Отправлять можно с помощью, вот так как я делаю, ложки, либо смочить руки водой и лепить котлетки руками. Мне удобнее ложечкой я их и распределяю. Теперь накрываю крышкой и оставляю на пару-тройку минут на самом медленном огне. Просто замечательным дополнением к таким постным котлеткам является томатный соус, который я готовлю на замену кетчупа. Если вы еще такой соус не готовили, то, во-первых, приготовьте обязательно, а рецептик будет вот здесь. Такой соус готовится за 5 минут, он очень вкусный и подходит, конечно, не только к постным котлеткам, а вообще к любым блюдам. В нашей семье мы его очень любим, очень-очень рекомендую его попробовать и вам. Ждем, пока обжарятся наши постные котлетки. Прошло 5 минут, снимаем крышку. Видим, что уже вот верхняя часть такая стала сухая. Это значит, что наступил момент, когда котлетки нужно перевернуть. Они получаются вот такими румяными. И все, сейчас на пару-тройку минут оставим их поджариваться с другой стороны. Котлетки наши готовы. Отправляем их на тарелочку. Вот такие они получаются румяные. Обратите внимание, что котлетки замечательно держатся без яйца. Вот такие вкусные красивые котлеты можно приготовить из обычной овсянки и разнообразить свое меню в пост.
И давайте, конечно, отломим кусочек котлетки. Она получается вот такая нежная, сочная, абсолютно не сухая и с замечательным ароматом свежей зелени, грибов, чеснока. В общем, это очень-очень вкусно. Обязательно попробуйте. Забыла, что хотела сказать. С такого количества. Да. Так, ваши любимые сцены. Забыла, что хотела сказать. Так сильно готовилась. Так. Раз, два, три. Из такого количества ингредиентов получается 8 вкусных постных котлет. Соответственно, если котлет вам нужно больше, такое, кстати, может быть, просто увеличивайте количество ингредиентов. Как всегда, все будет в описании под этим видео. И еще один из важных секретов приготовления вот таких постных котлет — это дать хорошенечко схватиться низу котлетки, потому что я очень много рецептов перебрала, пока нашла этот самый любимый, идеальный свой рецепт, которым, естественно, с огромным удовольствием делюсь с вами. Надеюсь, он вам в пост очень-очень сильно поможет. В ваших комментариях жду, конечно же, рецепты, которые любите вы, обязательно делитесь. И жду ваши отзывы, кто уже попробует такие котлетки, обязательно пишите. Для меня это очень важно. И также, если вы любите постные котлеты, поставьте лайк, мне будет очень приятно. А вот здесь появятся еще наши новые, полезные, интересные и обязательно вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и котлет!